AMOLED-экран на 1,5 дюйма, 27 суток автономной работы, расширенные карты и навигация, тренировки с ИИ-тренером, управление часами голосом, преобразование голоса в текст для ответа на уведомления, повышенная конфиденциальность, сертификация для фридайвинга с возможностью погружения до 45 метров, операционная система ZEP OS 4 версии, поддержка установки приложения, более 170 видов тренировок, оплата ZEP Pay, и это только небольшая часть того, что нам обещает сам производитель в рекламе к смарт-часам под названием Xiaomi Amazfit T-Rex 3. Как вы понимаете, очень много из этого не совсем соответствует действительности. Как на самом деле дела обстоят у данной модели, я сейчас вам расскажу. Распаковка. Поставляется T-Rex 3 в белой внешней упаковке из тонкого картона с названием, изображением и краткими характеристиками модели. А внутри есть еще одна коробка, но уже из плотного картона с логотипом компании. Упаковка хорошая, в комплекте мы имеем сами смарт-часы, силиконовый ремешок, краткое руководство пользователя, кредл для зарядки с разъемом Type-C, но с двумя пинами. И минус за то, что производитель не положил кабель для зарядки. А с другой стороны, скорее всего, у вас есть кабель для зарядки смартфона, который будет использоваться для зарядки. Последнее, что мы имеем в комплекте, это специальная отвертка и съемные крепления для ремешков, выполненные из пластмассы. Да, к сожалению, ремешки мало того, что не быстросъемные, но и установить любой другой ремешок возможность пусть и есть, все равно с какими-то траблами. Не забыть, где отвертка лежит и вот все подобное. Вес устройства 69 граммов, а габариты составляют 51,5 на 55,3 на 15,7 мм. Ширина ремешка 22 мм. Розыгрыши море, читаем описание, какие сейчас актуальны. Постоянно это я разыгрываю Poco X6 Pro ежемесячно за лайк, подписку и комментарий к любому видео. Комментарий осмысленный, больше 5 слов, либо в комментарии, либо в описании своего канала указывайте свое имя в телеге и подписывайтесь на телеграм-канал скидок, который идет первой ссылкой в описании к данному ролику. И еще разыгрываю iPhone 16 на Новый год. Условия по розыгрышу очень простые, но они в ролике по ссылке в описании. Кому хочется поучаствовать, милости прошу. Все розыгрыши ежемесячно на стримах. Если победите, я вам напишу. Перейдем к смарт-часам. Поставляется данная модель в расцветке Onyx и Lava, но цвет корпуса один, это черный. Дизайн такой же, как у прошлой модели. Ко всему, T-Rex 2 доступен не только в черной расцветке корпуса, кстати. По материалам все так же по-старому. Корпус выполнен из полимерного сплава, а безель из нержавеющей стали. Ощущения премиума нет. Ремешок силиконовый, шириной 22 мм, а охват запястья от 145 до 210 мм. Он имеет классическую застежку из пластика и, как я уже говорил, нестандартное крепление. Сборка устройства хорошая, но вот материалы тактильно ощущаются, как у более дешевых смарт-часов. По эргономике все довольно неплохо, при носке дискомфорта я не ощущал, как и во время сна. Ремешок не натирает, и запястье под ремешком не потеет. На корпусе с тыльной части расположили два контакта для зарядки и датчики мониторинга здоровья. Из датчиков на борту биотрекер, пульс и SPO2, акселерометр, гироскоп, геомагнитный датчик, барометрический высотомер, датчик внешнего освещения и датчик температуры. Далее есть зумер и 4 металлические кнопки, такие как Select, Back, Up и Down. Чтобы перейти к тренировкам с главного экрана, необходимо нажать на кнопку Select, а для того, чтобы перейти в меню, нужно нажать кнопку Back. В настройках можно переназначать команды, но только на кнопку Select. Но плюс за то, что можно добавить дополнительные команды на кнопку Select, Up и Down. Ну и как многие пользователи, которые планируют купить эти часы, правильно заметили, что если нет счетчика Гейгера, для апокалипсиса или чего-то супербодрого эти часы не потянут. А хотелось бы иметь какие-нибудь, хотя бы по приколу сделали бы, пусть даже дорогие. Я думаю, что многие люди бы купили. С фронтальной части у нас находится AMOLED-экран на 1,5 дюйма с разрешением 480 на 480 точек, плотностью пикселей в 322 ppi, защитой Corning Gorilla Glass и частотой обновления экрана до 60 Гц. Но по ощущениям это около 50-55 Гц. Яркость по моим замерам в пике 2100 люксов, что прям круто, но в среднем экран при ярком солнце с функцией автоматической регулировки яркости будет выдавать 1600 люксов. На 100% яркости около 1000 люксов. Рамки у экрана отсутствуют, так как их спрятали под безель. Экран утоплен, что спасает часы от царапин. Система ZEP OS, интерфейс доступен на русском языке, перевод в целом корректный, шрифт читабельный, а также есть надписи, анимированные как бегущая строка. Скроллинг плавный и перемещаться по интерфейсу довольно удобно. Экран лучше, чем в T-Rex 2, за что плюс. Функция автоматической регулировки яркости на борту работает хорошо. Время до отключения экрана максимум 30 секунд. Функция включенный экран максимум до 20 минут. Также есть полноценный Always On дисплей с несколькими предустановленными стилями, которые можно слегка персонализировать. Плюс есть циферблаты со своим стилем AODA. При повороте запястья экран загорается практически моментально. Настроить скорость отклика и время работы можно. Функции для выключения экрана накрытием ладонью на борту, как и функция для включения экрана тапом. В настройках
настройках на часах можно выбрать один из 3 предоставленных стилей меню и один из 2 цветовых стилей. Из полезного есть режим работы в перчатках, ночной дисплей для изменения тона изображения и настройки расписания. Далее с главного экрана по свайпам слева направо уведомления. Сверху вниз панель быстрого доступа, которую можно настроить под себя, что удобно. Также в ней находится режим театра, блокировка экрана, регулировка яркости, настройка зумера и другие полезные функции. Свайп снизу вверх карточки быстрого доступа, которые также можно настроить. Свайп справа налево в меню. В меню есть погода, плеер для переключения треков, воспроизведенных на смартфоне, а также регулировка громкости. Загрузить треки на смарт-часы можно, будильник, календарь, приложение для карт, секундомер и таймер, которые могут работать в фоновом режиме. Поиск телефона, мировое время, список дел, помодор трекер и диктофон. Голосовой помощник ZapFlow не работает, если у вас аккаунт создан с регионом Россия, но он может работать с регионом Индия. Далее, в настройках помимо ранее перечисленного есть настройка звука и вибрации, режим не беспокоить, режим сна, режим экономии заряда, блокировка смарт-часов паролем, режим низкой температуры и настройка функции утренней новости. Система поддерживает голосовое управление, но вот поддержки русского языка нет, только английский, китайский и еще пару языков. Вибромотор линейный, настраиваемый, качество вибрации хорошее. Персонализированную вибрацию можно установить в приложении. Функции Bluetooth звонков устройство не поддерживает, разговаривать часов возможности нет. Только сбросить вызов, включить беззвучный режим или ответить с заготовками. Уведомления приходят практически моментально, длинный текст посмотреть можно, смайлики отображаются, иконки приложений, фотографии можно посмотреть только в уведомлениях от некоторых приложений. Ответить на сообщения можно смайликами или быстрыми заготовками, что тоже хорошо. Вообще мне вспоминаются Realme Watch S2, которые недавно за 4000 продавали, и у меня нервный смех включается. Bluetooth версии 5.2, за что минус, так как могли бы хотя бы поставить версию 5.3, не говоря уже о том, что везде пихают 5.4. Wi-Fi поддерживается с частотой 2,4 ГГц, по стабильности связи вопросов нет. Плюс за то, что теперь есть возможность подключить различные устройства. К примеру, измеритель мощности, датчик каденса, датчик скорости, мощности бега, температуры тела и датчики для измерения сердечного ритма. Что касается спортивной части, тренировок на борту более 177 видов. Функция автоопределения поддерживает 25 силовых упражнений и 8 видов тренировок. Чувствительность для автоопределения настроить можно. Во время тренировки можно пользоваться плеером, что удобно, но вот полноценной многозадачности T-Rex 3 не имеют. В меню есть журнал тренировок, статус тренировок с отображением VO2 Max, нагрузки и восстановления, активность, компас, барометр и высотомер, и тренер Zap, который настраивается через фирменное приложение. Настроек для тренировок достаточно, можно включить интеллектуальную коррекцию траектории, режим по треку и виртуального иноходца, и создавать шаблоны. T-Rex 3 оснащены двухдиапазонным GPS с поддержкой 5-спутниковой системы позиционирования. В меню есть карты, навигация работает довольно хорошо, карты строятся с незначительным отклонением, местоположение ищут довольно быстро. Для GPS есть несколько режимов работы, плюс можно включить автоматический режим. На смарт-часы можно загружать базовые офлайн карты, лыжные и контурные карты через приложение на смартфоне. Также маршруты можно экспортировать, сохранять для повторного использования. Во время тренировки можно включить обратные маршруты, изменить цвет маршрута, использовать импортированные маршруты, прослушивать через Bluetooth наушники инструкцию по навигации и не только. Шагомер работает отлично, без учитывания шагов во время бездействия. Далее T-Rex 3 могут круглосуточно мониторить сердцебиение, уровень кислорода в крови и уровень стресса. Вручную измерять также можно, а вот для измерения пульса есть настройки частоты мониторинга. Ко всему можно установить измерение артериального давления с калибровкой, но данная технология доступна только в определенных регионах и для людей с возрастом от 18 до 65 лет. Верить результатам при измерении не стоит, а как для справки использовать можно. Удобно, что есть функция для измерения всех показателей одним нажатием. Мониторинг сна корректный, плюс часы мониторят фазы сна, дневной сон, качество и частота дыхания во время сна. А также можно оставить заметки о состоянии перед сном и отмечать настроение после пробуждения. Весь мониторинг здоровья можно настроить прямо со смарт-часов, что удобно. Из полезного в меню на смарт-часах также можно обнаружить измерение температуры кожи, дыхательные тренировки, ПАИ, мониторинг вариабельности пульса, медитация и женское здоровье. В приложении же можно настроить напоминание о разминке. По моим наблюдениям, результаты измерений базовых показателей довольно корректные, и особо хочу отметить мониторинг сна, так как фиксация всех фаз сна и остальных моментов отрабатывала отлично, так же как у браслета Huawei Band 9, кстати. Емкость аккумулятора 700 мАч, что больше на 200 мАч, чем у T-Rex 2. Полный цикл зарядки занял у меня 2 часа 45 минут, время автономной работы в обыкновенном сценарии использования у меня составило примерно 9 суток, спокойно. Разумеется, если использовать их активно, каждый день запускать тренировки с GPS и так далее, они проживут около 4 дней. Так и в обратную сторону, в случае отключения функции оптимизации расхода аккумулятора, они могут прожить в принципе суток 10. Далее, T-Rex 3 имеют защиту по стандарту MIL-STD
TD810G, водонепроницаемость 10 атмосфер и сертификацию для фридайвинга, погружения на глубину до 45 метров. За время моего использования вода никак на них не повлияла. Также для примера окунул их в емкость с водой. Мой экземпляр не вышел из строя, что было очевидно. Но вот в баню или сауну я уже с ними не советую вам ходить. А по поводу дайвинга и всего остального, учитывая стоимость экипировки и качество материалов T-Rex, напишите, вы реально занимаетесь дайвингом и будете покупать T-Rex, у вас костюм стоит в 4 раза дороже. T-Rex 3 работает в паре с приложением ZEP. В приложении можно отслеживать все показатели вашего здоровья или перейти к тренировкам. В настройках для смарт-часов сами настройки практически идентичны настройкам на самих часах. Также в нем есть Apple Store, и приложение там стало больше. Есть игры, приложения для развлечения, спортивные приложения, приложения для навигации и так далее. В магазине циферблатов есть анимированные циферблаты, персонализированные циферблаты, кликабельные, и свою фотографию, любую другую, установить на заставку, разумеется, можно. Обновление лично мне уже прилетало на эти часы, что радует. Далее, минусы. Zap Pay недоступен для Российской Федерации, то есть платить вы ими не сможете. И как на некоторые часы, через которые через АДБ можно что-то там установить, этот MirPay, здесь это у вас не получится. Bluetooth кнопка доступна только в паре со смартфонами на системе iOS. На андроидах пока не работает. Может, у кого-то работает, напишите. Нет возможности разговаривать через часы. Также нет динамика. Цену можете посмотреть по ссылке в описании к видео. По поводу этого я вам расскажу свое мнение. И резюмировать я бы хотел в этот раз все-таки с аналитики долго и мучительно. Смотрите, я купил эти часы за 23 тысячи рублей сразу сходу, фанатом MS-фитов. Первый ролик на моем канале, с чего вообще начался мой техноканал, это MS-Fit Pace. Первый ролик, который дал мне много подписчиков, это обзор на MS-Fit бипы. Они тогда не рассылали никому это дело, все их покупали, ну точнее покупал я, поэтому я об этом и рассказывал. У них была волшебная возможность завоевать сердца. Что после этого они сделали эпичного? Ничего. Но они сделали T-Rex первые и вторые, и вот сейчас к третьим мы должны все выпрыгивать вот так, рассказывать: 20 штук, 200 баксов, это копейки. Нет, T-Rex вторые стоили, откройте мою телегу скидок, 11 штук. А за 20 штук, ну, мягко сказать, вы можете купить себе Huawei 5 вместе с бонусом. Вы можете купить себе Xiaomi, последние на Авито, которых просто море. Какие 20? У MS-Fit не поменялась никак программа, то есть она не стала суперстабильной. У него не появился адекватный какой-нибудь модуль eSIM или еще что-то. Вообще у них ничего не появилось, что должно стоить 20 штук. У них не появилась экосистема. Почему, когда я говорю, вот смотрите на Авито Samsung Ultimate, либо смотрите на Авито те же Huawei, или покупайте по предзаказу, неважно что. Потому что у вас может быть самсунговский телефон, хуавеевский телефон, или сяомишный, или яблочный. У MS-Fit есть одна суперсила – это цена. Либо что-то эпичное из разряда бипов. Они сделали новые бипы, уже 5-е вышли с трансфлективным дисплеем? Нет. Они просто клепают и продают, и все. Как этот, читах их и все остальное. В общем, я им безумно благодарен за то, что они клепают свои устройства, и я могу делать обзоры. Но, ввиду того, что я еще веду телеграм-канал скидок, на который подписано ни много ни мало 113 тысяч человек, и они прекрасно помнят, что T-Rex вторые буквально несколько месяцев назад стоили 11-12. Да, они их сейчас убрали просто из продажи и говорят, ну вот эти вот за двадцатник, там где-то они 30, а вот за 20 это прям топ. Нет, это не топ, потому что курс изменился с 76, окей, до 82, до 90, это 10-15%, но никак не 50, не 100. Так что я очень надеюсь, что MS-Fit возьмутся за голову, и примерно как и в читах будет цена в 2 раза. Как только вы увидите ценник на это устройство в районе 13 тысяч, тогда уже можно обсуждать. Здесь NFC не работает, здесь eSIM нет, звонить с них нельзя. Удобные и неудобные, там ремешки меняются сложно. В этой ценовой категории они вообще никто, и конкурентов у них до такой степени много, что рассматривать их смысла 0. Интернет весь пестрит, все побежали, еще и с ритейлом договорились, и в ритейле будут показывать, какие они брутальные, крутые, но не с этими материалами. В целом, надеюсь, что MS-Fit возьмется за голову, сделает нам либо MS-Fit BIP с трансфлективным дисплеем, либо полноценные часы на Wear OS, которых за 20 штук просто море, чтобы можно было и программу устанавливать. Что они сделали?
Но они сделали опять себе отличную рекламу. Удачи им с продажами. Надеюсь, что вы на это дело не поведетесь, потому что, напоминаю, T-Rex вторые особо сильно не отличаются. Функционал у них в приложении не увеличился. Плюс-минус те же самые глюки, плюс-минус те же самые циферблаты. И за что вам платить такие деньги? Ну, за то, что они теперь узнаваемы. Надеюсь, что вам мой подход подошел. Повторяюсь, девиз моего канала: с целью сэкономить вам средства. Носимое устройство на 99% народу не надо. Для красоты. Так вот, для красоты вы можете купить с третьего эшелона GS3 там по 3-2 тысячи рублей. Они будут выглядеть как эти T-Rex, Ctrl-C, Ctrl-V. И материалы плюс-минус такие же. Эпичные часы начинаются уже у других брендов, хотя в те же деньги, что самое обидное. И если говорить о носимых устройствах, миллиард раз. Вам нравится это, вам кажется, вы будете это использовать. Окей, купите сначала браслет. Huawei Band 9, либо Xiaomi Band 9. Походите с ним. Можете MSFIT-овские бенды еще когда-то, они там были года 2 назад, где-нибудь найти, если вы фанат MSFIT. И потом сделайте для себя выбор, нужны вам подобные часы или нет. Ну и к вопросу о дайверах, если вы реально занимаетесь дайвингом, почему вы выберете эти часы, а не какого-нибудь топового бренда? Там материалы вообще другие, и функционал другой, и программы другие. Поэтому от меня девайсу в отрыве от стоимости однозначно да. Рано или поздно они проснутся и поймут, что что-то пошло не так, и не всем верят. Поэтому надо ценник делать адекватный. Он сейчас абсолютно неадекватен, даже в долларовом эквиваленте. Подписывайтесь на канал с колоколом. Надеюсь, что вам это было полезно. Добра и удачи вам, дорогие друзья.